Всем привет! Сегодня будет поверхностное сравнение двух аккумуляторных циркулярок. Почему беглые? Да они не очень-то отличаются. И судя по просмотрам, на циркулярке всем как-то похер, поэтому больше пройдусь по всяким мелочевкам. То, что сразу бросается в глаза. Красный я пользовался где-то 8 лет, бирюзовый где-то 8 часов. Поэтому все будет максимально объективно. Сейчас просто перечислю, что у них совпадает. Размеры, плюс-минус. Напряжение аккумулятора, скорость вращения, диаметр диска, максимальный угол наклона диска, глубина пропила под 45. Диск, который идет в комплекте, отличается только надписями. И 1,2, 1,4 мм, 20 зубьев. Год выхода на рынок, плюс-минус. Значит, бирюзовая циркулярка у меня из Китая, для Китая же. Красная – это американец. От европейца отличается комплектацией. Патрубка пылеудаления нет, и параллельный упор я докупал отдельно. Так что на это внимание не обращаю. Что у них вообще отличается? Первое – это, естественно, цена. Красная опять почти в 2 раза дороже. Второе – характеристики. У Makita глубина пропила на 2 мм больше. Серьезно, это все. Если верить рассказам, то это важно в Штатах. Именно 57 мм – это 3 листа какого-то там USB, что-то там со стройкой связанное. И, конечно же, Makita и сюда всунула автоматический режим. Я пока еще не успел его возненавидеть, но все впереди. Дальше только мелочевка. По эргономике они практически одинаковые. Только у Milwaukee ручка чуть толще. И она тяжелее на 300 грамм. Подсветка. Она тут одинаковая, но у Milwaukee она включается нажатием на блокиратор, а у Makita нажатием на кнопку. Холостой ход тут длиннее, а здесь его нет. Также у Makita есть индикатор заряда аккумулятора и индикатор работы автоматического режима. Крючок для подвеса. По сути одинаковый. У Makita он визуально больше, но если попытаться повесить на что-то толстое, то он будет упираться в ручку. У Milwaukee сколько есть ширины крючка, столько и можно использовать. Шкалы. В красной они металлические, с углублениями. Все здорово, все классно. В Makita это какое-то убожество. Это крашеный пластик с выступающими делениями. Сколько эта краска продержится, сложно сказать. Можете заценить, как оно тут надежно сидит. Класс. Опорная плита. В красной она ощутимо толще. Зато в синей пазы с двух сторон идут. Здесь и здесь. То есть, если найдете какой-нибудь хороший параллельный упор с 2 точками фиксации или переходник под шину, можно использовать. Защитный кожух у Milwaukee, кстати, тоже толще. Крутилки выставления угла и глубины вылета диска. В красной они совершенно деревянные. А в синей они обрезиненные и ходят мягенько. Ключ для замены диска. В Milwaukee он держится никак. Это у меня уже, по-моему, 3-й. В Makita сидит мертво. Паз очень жесткий. Ключ никуда не выпадает. Посадочный размер. Значит, у Milwaukee это 15,87. То есть, если хотите 20-ку поставить, надо переходное кольцо. У Makita стандартные 20. Плюс у Makita еще диаметр фланца больше, поэтому круги с посадкой 30-32 выпадать не будут. Кнопка блокировки шпинделя для замены оснастки. У Milwaukee она маленькая, жесткая, гаденькая такая, срабатывает через раз. У Makita она большая, мягенькая и нормально абсолютно работает. Параллельный упор. У Milwaukee он ощутимо больше и толще. У Makita это. И оно еще черной краской покрашено. Как по мне, мерзость. После каждого закручивания и вообще любого касания краска начинает облазить. Вдобавок у меня еще и все чемоданы черные, и искать черное на черном – это отдельный квест. Хотя я встречал мнение, что в черное покрашено, оно побогаче выглядит, а удобство – это дело десятое.
Ремонтопригодность. Тут все как обычно. Запчасти к Milwaukee раза в 3 дороже, и то еще попробуй их найди. С Makita все проще. В работе мне Milwaukee показалось немного быстрее. В принципе, у нее двигатель больше раза в 1,5. Но это все по первому впечатлению. Каких-то грандиозных сравнений не проводил. Если верить характеристикам, то в пересчете с 5-амперным аккумулятором Makita эквивалентна сетевой пиле с мощностью 750-800 Вт, а Milwaukee уже 1000-1100 Вт. Что в итоге? Две хорошие циркулярки, каждая со своими достоинствами и недостатками. Единственное, что у них действительно отличается, это цена. Разница тут $300. И то, что Makita без всякого колхоза становится на шину. Учитывая, что на сегодняшний день есть нормальные переходники для аккумуляторов, кому что больше нравится, то и берите. Я могу только однозначно сказать, что и одна, и вторая в 100 раз лучше, чем всякие профессиональные китайцы. Все, что мне в руки попадалось из таких поделий, если не откровенный мусор, то просто очень поганенький инструмент. Из серии, лучше, чем ножовкой. Если разные крутилки, руи, Бофенбау и так далее еще ничего, то циркулярки я все-таки рекомендую профессиональные. На этом, собственно, и все. Подписывайтесь и все остальные ютубные штуки. Все, всем удачи. Если что еще понадобится, заходи.